Электрические? Да, То есть в Индии много... для электромобилей. What is Hindi? Alexander Pushkin, Yeah, name of yeah, person. name. You don't know Alexander Pushkin? Итак, не переключайтесь, будет интересно, запасайтесь попкорном, поехали. Сегодня мы покажем вам наш Дели, к которому мы привыкли за 4 года и по которому будем скучать, когда вернемся назад в Россию. About Tom. Tom, yeah, inside. Inside, you know? I know. You show us, okay? Okay, no. Anything. К сожалению, на просторах YouTube много роликов из Дели, с которым мы мало знакомы. В основном это какие-то неприглядные места, бедные шумные районы, не заслуживающие вашего внимания. Сейчас мы будем проезжать в самый, пожалуй, дорогой рынок в центре Дели. Это Кхан-маркет, мы здесь рядом живем. Индия многолика и многогранна. Она заставляет приспосабливаться, она меняет людей. Вы смотрите первый эпизод из нашего большого цикла об Индии. Я уже говорила, что мы прожили 3 года в Мумбаи и почти 4 года в Дели. Кроме того, мы много путешествуем по этой стране и постараемся вам ее показать во всей красе. И первое место, куда мы сегодня отправимся, это вечно цветущий сад, любимое место горожан Лоди Гарден. Это 4 июля и народу пока в городе еще мало. Да, экранчик. Ну, здесь включай камеру. Слушай, это что, газовые заправки? Электрические, Электрические? да, То есть в Индии много для электромобилей. электромобилей? This car? This car is electric car. Mahindra. Yeah. No petrol. No petrol, no engine oil, no filter. Лоди Гарден – это не просто чудесный сад и приятное место для прогулок с красивыми деревьями, водоемами, ворчливыми утками и суетливыми пальмовыми белками, которых здесь можно наблюдать буквально под каждым кустом. Мы называем их бурундуками, но это индийские пальмовые белки. Это не просто красивый парк, но еще и страница истории Индии. Здесь находятся усыпальницы династий Лоди и Саидов. Лоди – последняя династия, которая правила в Дели на рубеже 15 и 16 веков, пока их не сместил великий Бабур, потомок Чингисхана. Из Бабура уже началась империя великих моголов. Самым ярким представителем династии Лоди был Сикандер Лоди. Он был большим покровителем науки и литературы. Он способствовал развитию торговли в Индии и даже отменил пошлины и налоги на зерно. И это именно он построил город Агру, в который находится всем известный Тадж-Махал. А еще Сикандер любил повоевать с соседями и заботился только об интересах мусульман, преследуя религию индусов и разрушая их храмы. Ramesh, what is it? Lodi Garden Tom. Tones and said about it something. Yeah, all families here. So many. Tom, Lodi Garden. All family All there. Yeah. Are there? Okay. How old this Tom? 1962. Oh, 96. Sorry, 1862. 1862. 8062. Okay. It's a Mughal Samrajya. Mughal Emperor. Yeah. Yes. It is Muslim. It is Muslim family. He's a Muslim. Muslim, no Hindu. And I know this is family don't like Hindu people. Don't like. Yeah. You know about it.
It is very interesting. Interesting. Okay. You was here a lot of time Yeah. with your family? Your family also? Okay, it is nice place. Nice place. very nice place. Nice place. Okay, thank you very much. Это наш водитель Рамеш. Немножко рассказал нам об этой усыпальнице. Володя, а что ты хоть можешь сказать про этот Впрочем, сад? правильные люди в 7 утра встают и идут сюда заниматься йогой. Вот, Ну да. посмотрите, как, например, вот стоит на голове мужик. Ой, какая прелесть. Video of yeah, because 3 years we've been here, 3 years we come here, but never make a video. So now we'll try to show it on for our YouTube channel. Muslim. Mosque. It is mosque. Yeah. Это, я знаю, что вот это тоже молельный зал. Вот это вот все мозг. Сейчас мы попробуем прочитать. Угу. Барагумбат. During the Lodi people. Ага. Место, это арка, потому что здесь, судя по всему, индийцы признаются друг другу в любви. Ну, в смысле, мальчик и Как девушка. интересно. А как ты это обнаружил? Потому что на всех стенах написано сердечко и написано I love you, написано тут Аджит любит Кришну и так далее, наоборот. Ой, как интересно. Сейчас мы почитаем. Очень красивое место. Вот там стоит охранник, не знаю, смотрит на нас подозрительно, почему мы без масок, наверное. Ну, хотя мы соблюдаем дистанцию. Скажи. Проходящий мимо охранник весьма робко заметил, что снимать на видео здесь нельзя, потому что коронавирус. Ну да, вот мы сейчас находимся прямо в самой большой усыпальнице. Вы видите, сколько здесь Собачка. могил. Это мое предположение, чисто может быть кто-то в комментариях со мной поспорит. Ну, даже водитель нам подтвердил, что Лоди не любил представителей религии хинду. И, ну, возможно, они не хотят реставрировать. Хотя это место все равно находится под охраной, но вот, в принципе, здесь же можно было все так хорошо отреставрировать, как Кутуп-Минар. Да, им здесь насыпают корм. Зеленые попугайчики также и у нас вот рядом с домом тоже летают.
здесь вот еще больше захоронений. Как всегда, собачка их охраняет. Да. Как всегда, вороны на страже. Йоги любит Шиву. То есть, я так понимаю, Шива это мальчик, Йоги это девочка. И по всему периметру написано «Йоги любит Шиву». И, конечно же, свет они не экономят. Посмотрите, как здесь горят фонари. Уже почти полдень. Это самое красивое. Самое красивое место на этой планете. Вот Да, так ладно. вот. Да, Валя. Вот такой красивый водоемчик. Ты видишь, как они ныряют под водой, плавают? Смотри. Он прям целиком. Вот такие вот цветущие деревья везде повсюду. Очень красивые. Очень мило. Слушай, Володь, как здорово, что мы сюда попали, когда здесь никого нет, да? Ну, Да. Сад полупустой. Я первый раз с таким восторгом гуляю по Лоди Гарда. Очень жарко. Хотя очень жарко, конечно, 35 градусов, но ничего. Ой, как интересно. Смотрите, интересное объявление. Потеряно кольцо и номер телефона. Либо Вот. нашли кольцо. Нашли кольцо. Кольцо. Да, нашли кольцо и вот повесили телефон свой. То есть можете позвонить, если вы потеряли кольцо. Как интересно. Где бы такое в России я увидела? Интересно. Везде, на многих деревьях. Да, по всему саду. Вот видите, какие ответственные индийцы. Может, не индийцы, но люди не хотят портить себе карму. Это какое-то животное. Но вообще... А с другой стороны... Никаких надписей, ничего. Гиппопотам. А вот это уже крысы, это никакие не бурундучки. Нет, это не крысы. А кто это? Вот такие две носатые птички. Сначала подумала, что это павлины. Эх ты, какой красавец. Что же это за птица такая диковинная? С таким красивым клювом. Who is it? Какой-то непонятный носатый товарищ в красной кипе. Такой еврейский носатый птиц. Встретили ни одной обезьяны, представляешь? Какая разница? Да. Вот тут уже поджидает наш рикша, приглашая. Не хотите ли вы проехаться на рикше? Нам не надо.
Средний класс в Индии – это довольно большая и значимая часть населения страны. И по сегодняшним подсчетам это более 350 миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру, это больше, чем все население США. Так что же выделяет его из основной массы индийцев? Ну, во-первых, зарплаты более $2000. Как правило, они имеют свои дома или квартиры с несколькими спальнями, обязательно наличие автомобилей, наличие прислуги в доме, без этого здесь не обходится. Как правило, семья имеет членство в каком-нибудь местном клубе. Это наследие британских времен. Они любят отдыхать в клубах, где есть бассейны, развлечения, а еще чаще просто приезжают туда обедать. Они много путешествуют и часто за границей. Обязательное наличие многочисленных родственников за границей – это тоже признак среднего класса. Вы наверняка знаете, как велики индийские диаспоры по всему миру. В семье у них обычно не более 1 или 2 детей, ведь им надо дать хорошее образование в частной школе, а если это сын, то лучше отправить его учиться за границу. Если они путешествуют, то обычно выезжают всей семьей. Полететь на выходные из Дели в Гоа, прихватив с собой еще и няню, здесь их называют бэбиситерами, обычное дело. Это именно для них открываются многочисленные спа-салоны, строятся шикарные шопинг-моллы, и именно их стараются заинтересовать самые известные мировые бренды. Смотрите, в Индии есть музей музыкальных инструментов индийских. Интересно, мы здесь никогда не были. Наверное, стоит сходить. Как вы думаете, друзья, кто это? Ну, конечно же, это наш любимый Александр Сергеевич Пушкин. И даже написано вот по-русски Александр Сергеевич и по-хинди. Рамеш, you know who is it? И no idea. Even though, what is in Hindi? Alexander Pushkin, Yeah. name of person. Name. You don't know Alexander Pushkin? It is a Russian famous I think Mughal poet. emperor. Poet. Not emperor. Poet. Poet. Writer, poet. Very, very famous. Worldwide known. Right. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Дели, и это Александр Сергеевич Пушкин, наш любимый поэт. Как он сюда попал? Как попал сюда памятник Пушкину? Я думаю, что Пушкин никогда не был в Индии, но когда в 1988 году в Индии проводился год СССР, пригласили Михаила Горбачева, и он приехал не с пустыми руками, а привез в подарок этот памятник. Кстати, он привез не только памятник Пушкину, но и памятник Ленину. Но памятник Ленину как-то не прижился, и, по-моему, его передали коммунистической партии. Вот где-то у коммунистов он там сейчас стоит, насколько я знаю. Может быть, это неправда, может быть, кто-то знает больше о памятнике Ленину, пишите в комментариях. Но вообще очень приятно где-то далеко в Азии увидеть частичку русского, частичку России, можно сказать, потому что памятник Пушкину у меня всегда ассоциируется с Россией. И вот видите, мы спросили у нашего водителя, знает ли кто он. Он сказал, что у него нет никакой идеи, то есть он понятия не имеет, он никогда не слышал это слово. Так что индийцы не больно-то знают, кто это такой. Ну, памятник очень красивый.
еще один интересный памятник, который напоминает нам о России. Вы даже не догадаетесь, кто это. Это памятник Льву Толстому в Индии. Да, вот так вот величественно из-за деревьев он смотрит на индийцев с интересом. Немного истории. Современный Дели построен на руинах 7 городов, возникших на этой территории в разные эпохи. Дели сегодня – это отдельный штат и административный центр Индии. Хотите узнать историю города? Отправляйтесь посмотреть Кутуб-Минар, мавзолей Хумаюна, посетите Национальный музей Индии. Кстати, музеев здесь немало, среди них есть даже железнодорожный. Это музей под открытым небом. Вот где можно увидеть уникальные старинные поезда, которых нет больше нигде в мире. Вот перед нами, опять же наши знакомые птички, перед нами президентский дворец. Вот перед вами президентский дворец Раштрапати Бхаван, самый большой президентский дворец в мире. Строили его долгих 19 лет, с 1910 по 1929 год по проекту британского архитектора Эдвина Лаченса. В архитектуре удачно переплелись британские и индийские традиции, а купол здания напоминает купол римского пантеона. Первоначально его строили для британского вице-короля Индии, а с 1950 года он уже выполняет функции резиденции президента Индии. Вот мы объезжаем этот огромный дворец с прилегающим к нему территорией. В частности, здесь есть прекрасные сады моголов, которые открываются для всех желающих в феврале месяце, где можно посмотреть 1000 цветущих роз. Там очень красиво. Мы пробовали туда попасть в феврале, но когда увидели 2-километровую очередь, ведь вход сюда свободный, то мы как-то засомневались, что сможем эту очередь отстоять. Да и внутри, как мы поняли, нам придется двигаться в толпе. Культурная жизнь тоже имеет здесь свою нишу. В Дели много развлечений. Кроме многочисленных кинотеатров, концертных залов, где с удовольствием гастролируют иностранные артисты, здесь есть целый список ночных клубов, где можно потанцевать или просто насладиться хорошей музыкой. Почему-то Дели часто рассматривается путешественниками и блогерами как перевалочный пункт, не заслуживающий пристального внимания. А тем не менее, здесь такое количество достопримечательностей, что вам не хватит и недели, чтобы все это посетить. Не верите? Давайте по порядку.
Когда к нам приезжают родственники или знакомые, я первым делом веду их в храмы. Среди них есть очень колоритные. Например, Lotus Temple – храм всех религий. Изящное здание в форме цветка лотоса, окруженного красивым парком. В километре от него не менее интересный Искон Темпл или Кришна Темпл. Наверняка вы видели последователей этой религии, которых можно узнать во всех уголках мира по яркой оранжевой одежде. Особой строкой хочу выделить сикхский храм в центре города Гурудвара Бангла Сахиб. В Дели несколько сикхских темплов, но этот самый большой и самый известный. Недалеко от него есть и Лакшми Темпл, индуистский храм, где вы увидите всех основных богов индуизма и, конечно же, Лакшми, богиню богатства и процветания. Храм Акшардам заслуживает отдельного внимания. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный храм в мире. Кроме храмов, еще надо посетить мавзолей Хумаюна, это предшественник Тадж-Махала, и Кутуб-Минар, самый большой в мире кирпичный минарет. Конечно же, все эти места заслуживают пристального внимания, и мы обязательно вернемся к ним в наших следующих выпусках и подробно расскажем о каждом из них. Если у вас уже есть опыт посещения этих мест, напишите, о чем бы вы хотели узнать в первую очередь. Если друзья меня спрашивают, когда лучше приехать в Дели, то я советую приезжать обязательно до Дивали, и это очень важный вопрос. Дело в том, что после Дивали Дели выглядит примерно вот так. Этому видны не только многочисленные фейерверки, которые здесь запускаются сутками напролет во время фестиваля, но еще и фермерские угодья, которые окружают Дели. Как правило, это мелкие наделы, и фермеры, чтобы убрать урожай, поджигают стерню, чтобы подготовить поле к новому посеву. Этот варварский способ никак не могут искоренить в Индии. Конечно же, они не привыкли пользоваться тракторами, да и не по карману им это. Удивляет абсолютное равнодушие к проблеме города Дели, жители которого задыхаются в это время от смога. Ведь Дели находится в низине, и смог застаивается здесь надолго. Правительство пытается что-то сделать. Например, в прошлом году устроили лазерное шоу, призывая местное население отказаться от петард, но большинство абсолютно равнодушно к этим призывам. Горят миллионы свечей, взрываются миллионы петард, люди, больные астмой, задыхаются в это время, приходится ходить в респираторах. Я ненавижу это время, я не понимаю, как можно так халатно относиться к природе, и мы стараемся в это время сбежать из Дели подальше. Например, в прошлом году улетели в Гоа. В одном из следующих выпусков мы покажем вам, как выглядит Гоа в это время. Гургаон – это не просто пригород Дели, это самостоятельный город-миллионник, второй по величине в штате Харьяна. Это очень молодой, современный и быстро развивающийся город, где сосредоточены штаб-квартиры таких мировых компаний, как Microsoft, Bank of America, Coca-Cola, Pepsi, American Express. Здесь разрабатывается программное обеспечение, информационные технологии и размещаются колл-центры. Архитектура сильно отличается от Дели. Гургаон – это в первую очередь высотные современные здания из стекла и бетона, а вот Дели, напротив, это в основном двух-трехэтажные дома. Делийцы и экспаты любят приезжать в Гургаон отдыхать. Дело в том, что здесь несколько частных пивоварен, которых нет в Дели. Вот, например, в этом месте сосредоточилось такое количество всевозможных заведений с разной кухней и разным пивом, что, как правило, гости не ограничиваются одним, а переходят из одного бара в другой. И когда смотришь на эти улочки, даже не верится, что это Индия. А вам этот пейзаж ничего не напоминает? Здравствуйте, мы с вами в Гургаоне. Это такое
популярное туристическое местечко, даже не только туристическое, называется Сайберхаб. Вокруг здесь большие здания высотные, это все офисы. И вот здесь сзади меня вереницы идут очень приятные кафе, рестораны. Это очень популярное место и у делийцев, и у бургаонцев, если их так можно назвать. К сожалению, у нас на входе отобрали камеру, приходится снимать на телефон. Ну, надеюсь, это получится как получится. В общем, вечером все это здорово подсвечивается. Вот посмотрите на эти конструкции. Ничего вам это не напоминает? Мне напоминает это Сингапур. Там есть тоже такие же красивые сооружения с цветами. В общем, здесь очень чисто, приятно. Продезинфицируют. Что, прямо машину дезинфицируют? А зачем машину дезинфицировать? Чтобы чистенькая была. То есть у нас машина дезинфицируется. Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот у нас. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.